Всем доброе утро, с вами Андрей. Сегодня воскресенье, и погода, конечно, все испортила, потому что должен был здесь быть антикварный такой небольшой рынок, но похоже, что он совсем будет маленький, потому что люди испугались дождя, ну и кто пойдет в дождь торговать? Пару продавцов я вижу, и все на этом. Ну давайте пройдемся и посмотрим. Guten Morgen. Nicht schlecht. Super. Ja. Glocke. Ganz massiv die Glocke auch. Guten Morgen. Ich habe noch gar nicht geguckt, gelesen, was da drauf steht. Mhm. Steht, das soll ich mal? Was kostet sowas? Das ist hier 1911. Ja, Hier. Das 1911 ist год. ein Schiff, MS Bremen. Ach so, ja, ist das 25. 25? Короче, 25 предлагали, сейчас за 20 я беру. Буду перекрашивать полностью вот этот каркас металлический. Придется немножко убрать ржавчину. Сниму перед покраской сам этот колокол. Стоит 1911 год. Надеюсь, что это так. С какого-то корабля даже. Как продавец сказал, Бремена. Ну что, возьмем тогда 20 евро. Придется немножко поработать, но будет смотреться классно. Плюс этой барахолки, что часть продавцов сидит в торговом центре, и даже если плохая погода, то все равно есть шанс прийти и посмотреть, что продают внутри. То есть это как бы, несмотря на плохую погоду, можно пройтись немножко и посмотреть на старые антикварные предметы. Die muss bestimmt unten irgendwo sein. Er braucht die auch gleich, ja. Ох ты, пуговицы, посмотрите. Есть разные пуговицы. Так, у меня один подписчик спрашивал пуговицы с номерами немецкие. Видно, они военные, может быть, там есть номер части, но я не вижу. Здесь в основном такие женские пуговицы, и не сильно они старые. Komm sofort, ich muss mal eben das hier hinlegen. Alles Knöpfe, ne? Я. Ну это просто без номеров. Тут якорь. Ангелочки из дерева. Ну, я предполагаю, это начало 20 века. Я уже покупал только из гипса. Они более старые были. Ну, как декорация, знаете. Но они мне нравятся, они такие прикольные. Тоже дерево. Ну а здесь разные фарфоровые фигурки. Это что такое? Деревянное панно. Деревянное панно, оно прикольное. Я бы купил его. И я думаю, что это 19 век. Резное вот это все. Оно было где-то вот в каких-то таких, знаете, я уже встречал в старых домах, где-нибудь на фасаде даже разные элементы были. Ну вот, ребятушки, Napoleon noch überlebt. Ja, мне продавец говорит, что он пережил Наполеона. diesen alten Gangster. То есть это, возможно, даже 18 век купил за 25 евро. Но я понимаю, что это старое, я буду дома изучать по рисункам, откуда... Weißt du von welcher Zeit ist das, oder?
so ungefähr 1850. 1880. 1815 год. Ну вот что значит прийти пораньше, и пока еще люди свои товары выставляют, можно даже кое-что найти и купить. Я без сумки, так что мне придется быстренько дойти до машины, положить в машину, так как ходить не очень удобно. Так что быстро я иду, потом надо прийти и досмотреть то, что я еще не успел досмотреть. Ну и плюс еще продавцы уже выставили весь свой товар, так что можно пройтись и еще раз посмотреть. Сейчас общаюсь с подписчиком в лайв-режиме. У меня на телеграм-канале есть группа, так что заходите, подписывайтесь. Он профессионал, скажем так, в своем деле. Он по часам специалист. Вот я часы увидел, он советует мне часы купить, что они хорошие. Там есть потертости, и надо посмотреть. Так, они рабочие. Langsamer stellen, schneller stellen. Я? Беру часы за 90 евро, рабочие Jung Hans Tan Pitschon. Ja. Ich habe aber nichts zum Einpacken. Ich hab das. Ja. Ну что, давайте быстренько пройдемся, посмотрим, что еще здесь я упустил, потому что я бегал с часами, с деревянным панно. Может быть, что-то я такое пропустил. Есть зеркало. Ну, зеркала я пока брать не буду. У меня достаточно. Карта есть старая. Ну, наверное, начало 20 века. Я тоже такие карты покупал. В принципе, они хорошие. Атлас такой. Да, вот. Андрес. Хант Атлас. Да, я покупал. Это ли конец конец 19 века или начало 20-го, да, 1912. Я такие брал. У меня даже был постарее, 1893 года. Красивый стол. Очень хорошее качество. Дерево просто идеально. Хотя, если посмотреть, уже жучки поели. Но это, я думаю, что, наверное, 19 век. И будет стоить более 100 евро по-любому. Что-то столешница немножко так шатается. Was kostet? 590 евро. Ну так оно и есть. Я даже сильно маленькую цену сказал. Я приехал рано, еще не завтракал, зашел в булочную, сейчас куплю булочки на завтрак, и нужно уже потихонечку ехать в направлении завтрака. На улице дождик идет, а здесь можно посидеть, ножки в песочек окунуть. Но это для детей, видите, прямо посередине торгового центра сделали вот такую зону отдыха. На улице сегодня вообще погода звери. Скажу я вам, лучше дома сидеть. Здесь много посуды, разных декоративных изделий. Ну, я не думаю, что это серебро, это просто посеребрение, но все-таки люди приходят, покупают. Много интересных экспонатов можно найти. Старые фотокамеры. Целый набор столовых приборов. Я как бы немножко понимаю в рамах, а рамы хорошие действительно. Их немножко уже видно реставрировали, вот следы есть. Но это, конечно, скажем так, реставрация только испортила рамы, потому что вот эти, извиняюсь за выражение, сопли, они только все портят и так же там. Ну, кто как мог, да? Я думаю, что это 19 век, судя по
состоянию картин. Есть подпись. Ну, картины, они... Я бы, наверное, взял только из-за рам, потому что сами картины как бы на любителя, скажем. Холст, масло. Может быть, даже какой-нибудь известный немецкий или голландский художник. Вот это да. Вот раньше умели, конечно, делать крепления для картин. Но это было позже сделано. И посмотрите, какие интересные весы. Они находятся вот в таком ящике деревянном со стеклянными стенками. Дрезден. Ну, интересно, почему они в таком ящике. Первый раз такие весы встречаю. Тут какие-то коробочки. Это что такое вообще? Часы? Ого. Я первый раз вижу такие часы. Даже есть завод. Я сначала думал, что это часы, но здесь есть, да, циферблат. И вот открыл продавец мне коробочку, я вам показываю, что, возможно, голуби приносили донесения на бумаге. И как-то они вставляли или сюда и прокручивали. Сам механизм я первый раз вижу, потому что с таким не сталкивался. Но интересно очень. Теперь буду знать, что это такое. Вот почему стоит приезжать на такие антикварные барахолки, потому что это всегда что-то новое. Вы можете посмотреть, можете для себя что-то новое открыть, как я. Первый раз увидел специально такие приборы для голубиной почты. Ну, потому что их сейчас нет. Но зато они до сих пор у кого-то есть в коллекциях, и увидеть такое — это всегда приятно, и узнать, что такие раньше приборы были. Так, ну что, на улице дождь прекратился, давайте пройдемся, посмотрим, что здесь осталось. Я всегда прохожу мимо этого продавца, и мне всегда приятно смотреть на старые вот кухонные и разные бытовые принадлежности, мебель старая, потому что я сам вырос в деревне, ездил к бабушке в деревню, и все эти предметы как бы помню из своего детства. Допустим, коров доили, вот такие маленькие стульчики были, лавочки стояли возле летней кухни. В доме всегда был большой сундук, но здесь он маленький. Оцинкованные тазики всегда были в бане, мы мылись с них, ребята. Большие ванны стояли у поросят, с них они ели. Лейки были в огороде. Барахолка сегодня была маленькая, но ударная. Прошелся, купил много интересных предметов. Спасибо моим подписчикам, которые меня консультировали насчет часов. Купил офигенные часы. Я уже подумываю, может, их себе ставить. Больно хорошая мелодия играет. Сейчас я быстренько, буквально 2 километра от этой барахолки, где я был, должна еще одна барахолка проходить. Но она простая такая, там в основном одежда. Ну, может быть, что-то еще попадется, если повезет. Но опять же, с утра был дождик. Если людей не испугал дождик, то должны прийти. Потому что время сейчас 8-9 и дождика нет. Как бы, может быть, кто-то придет. Так что проеду, посмотрю. Если повезет, то барахолка будет. Нет, так, ну, поеду завтракать. На сегодня тогда буду заканчивать. Погода немножко подпортила планы, но, в принципе, я уже рад, что я попал на эту барахолку. Она проходит раз в месяц. И тут много что интересного можно увидеть и посмотреть. Ну и, конечно, купить. Марафон по барахолкам продолжается. Я приехал на следующую барахолку. Она есть. Люди не испугались, приехали. Так что тут не так много продавцов, но можно пройтись, посмотреть. Так что погнали. Все, говорит, что это от бабушки досталось. Wie kennst du das Haus, das die Felsäbel? Es waren ja einige schon da und die meinten, weil Du musst erstmal diesen Stempel hier, meinten die.
Weil hier waren schon einige, die wollen nicht. Ну, вот смотрите, пацанчик разбирается немножко. Что он говорит, что здесь штемпель должен быть и что это серебряное напыление. Видите, пацаны молодые, а уже понимают в этом толк. Совсем смотреть нечего, ребята. Тут в основном вещи и кроме вещей, ну, игрушки есть, все. Так что пора отсюда выходить. — 35 евро. Но она не такая старая, мне кажется, и я хотел бы год посмотреть. Вот увидел самый большой минус этой балалайки. Видите? Это полностью уже не 35, не 20 евро даже. Она уже нисколько не стоит. Ну, это как для себя можно ставить, а для коллекционеров она уже непригодна. Ну, тут полностью. Ну, такие иконы маленькие на дереве. В принципе, они симпатичные. Надо спросить, сколько они стоят. Можно купить. Тут немножко, по-моему, повреждения есть. А, это просто вода. Entschuldigung. Was kostet die? Die beide? Ja. Achtung, doch. 5. 6,50. Окей, кукис. Ну, ребятушки, не зря приехал. Вот купил за 6,50 такие симпатичные иконы. Ja. Ну вот и все, мой поход на эту барахолку заканчивается. Купил я 2 такие иконы за 6,50. Ну и все, больше здесь смотреть нечего. Так что смотрим видео, пишем комментарии, подписываемся на канал. С вами был Андрей. Всем пока.